Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тютченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте мы рассмотрим вопрос, как помочь собаке при отравлении. Ведь отравление – это одна из самых наиболее частых проблем, с которыми сталкиваются владельцы собак. Сначала надо установить, что это действительно отравление. Как правило, это следующие признаки. У животного отмечают слабость, дрожь, обильное слюнотечение, рвоту. Могут быть судорожные подергивания мышц, учащенное поверхностное дыхание, болезненность в области живота, понос, излишнее возбуждение или наоборот угнетенное состояние. Еще раз подчеркиваю, что признаки отравления появляются внезапно и нарастают быстро. При возникновении признаков отравления у собаки владельцу самое главное сохранять спокойствие и определенное хладнокровие. Наверное, это одно из самых главных условий успешной ликвидации последствий отравления. Что бы там ни было, будьте спокойны. Принципы детоксикации общие, что для медицины, что для ветеринарии. Поэтому вам лично это тоже пригодится. Человек тоже травится очень часто, как правило, некачественной пищей. Первое, что надо делать, это при попадании яда внутрь организма надо максимально быстро избавиться от токсинов и не дать возможности им всосаться в кровь. Для этого делают промывание желудка, дают сорбционные препараты. Второе. Если все-таки токсин всосался в кровь, то тогда удаляют его из крови различными методами, такие как управляющий диурез, плазмозамещающая терапия, переливание крови и даже диализ крови. Этих методов достаточно много, но все это доступно только в условиях клиники, причем клиники, имеющей соответствующее современное оборудование. При этом проводят еще и симптоматическое лечение, то есть при помощи медикаментов поддерживают или восстанавливают нормальную работу сердца, печени, почек. Поэтому останавливаться на втором пункте я не буду, это уже задача ветклиники. В распоряжении хозяина собаки инструментарий борьбы с отравлением относительно небольшой, но он простой и достаточно эффективный. К таким инструментам относятся вызвать рвоту у животного, дать сорбционные препараты, возможно вызвать понос и сделать клизму. В домашних условиях все это делается без каких-либо проблем. Рвоту можно вызвать дачей собаки 3% раствора перекиси водорода из расчета 1-2 мл на 1 кг веса или слабо-розовым раствором марганцовки, у кого она еще есть. Мне больше нравится раствор марганцовки. Действует она великолепно, на себе проверено неоднократно. Да, еще момент. Если это видео смотрят владельцы кошек, то перекись водорода не надо давать кошкам для вызывания рвоты. Дача перекиси у кошек может вызвать аспирацию в результате сильной саливации. Что перекись, что марганцовку заливать надо при помощи резиновой груши. И очень осторожно. Не вздумайте засунуть пальцы в рот животного. Это опасно. Животное может рефлекторно сомкнуть челюсть и прокусить ваши пальцы. Когда-то я это испытал на себе. При проведении каких-то манипуляций я не заметил, как мой палец оказался в пасти животного. Увлекся. Собачка была небольшая, но тем не менее большой палец как компостером прокусила насквозь. Даже боли сначала не успел почувствовать. Так вот, после дачи перекиси водорода рвота может наступить в течение 10 минут. Не нужно вызывать рвоту более 2 раз, так как это может вызвать изъязвление слизистой желудка. Помните, что рвоту нельзя вызывать, если животное отравилось какими-то агрессивными веществами, такими как щелочь, кислоты. Прохождение этих веществ обратно через пищевод может вызвать ожог слизистых. Но это достаточно редкие случаи. После рвоты животному надо дать активированный уголь для связывания токсинов из расчета 1,3 грамма угля на 1 кг веса животного. Уголь хорошо давать в течение первых 2 часов после отравления, когда еще токсины не успели всосаться в кровь. Если дать уголь позже, то его эффективность будет значительно ниже. Вместо активированного угля в качестве энтеросорбента собаке также можно дать энтеросгель. Как правило, и уголь, и энтеросгель есть в каждой домашней аптечке. Но если у вас до сих пор нет этих препаратов, то эти препараты обязательно должны там быть. Также можно вместе с углем дать и слабительное средство для возникновения поноса. Это ускорит выведение связанных токсинов. Вот эти 2 простых манипуляции, вызывание рвоты и дача энтеросорбентов, помогут максимально избавиться от токсинов в первые часы после их попадания в организм животного, пока они еще не успели всосаться в кровь. Во многих случаях это может быть вообще спасти жизнь животного. Иногда и этих мер бывает достаточно, чтобы в дальнейшем не проводить больше никаких манипуляций. Но это зависит от последующих симптомов. Ветклиники вам подскажут, что дальше делать. Если отравление было легким,
то назначают симптоматическую терапию по поддержанию печени, почек, сердца, которую вы потом сможете провести самостоятельно в домашних условиях. А если будут показания, то тогда оставят животное в клинике для проведения дальнейшей детоксикации. Но даже при более сильном отравлении, благодаря этим несложным манипуляциям, как промывание желудка, дача сорбентов и клизмы, вы сможете значительно уменьшить попадание токсинов в кровь. Сделав это, вы значительно увеличиваете шансы на спасение животного, а уже в клинике потом животному проведут весь комплекс манипуляций по дальнейшему выведению токсинов из организма. А пока всего вам доброго, здоровья вам и вашим любимцам, подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!